Так, дорогие мои, здравствуйте! И сегодня у нас на обзоре действительно самая горячая и самая перспективная новинка российского рынка 2025 года. Будьте любезны, познакомьтесь, это Lada Искра. И вообще-то по плану она должна была заменить в модельном ряду АвтоВАЗа Гранту. Но планы изменились, и теперь они продаются параллельно. Ну а в линейке российского автопроизводителя эта модель занимает место строго между самой доступной тачкой и флагманской Ладой Вестой. И сегодня мы выясним, что же Искра собой представляет, и расскажем вам о ней во всех подробностях. Вы на канале Автору, меня зовут Александр Мирошкин. Не забывайте о том, что с вас лайки, подписки и комментарии, а с нас годный контент. Смотрите нас на любой удобной вам площадке, и мы начинаем. Новые машины продаются на Автору. Ну, чего уж греха таить, все мы с вами понимаем, на какой платформе построена Искра. Разработка этой модели началась, когда АвтоВАЗом фактически еще владел французский концерн Renault. Поэтому в основе седана, точно так же, как и в основе универсала, который есть в гамме, лежит платформа последнего Логана. А это значит, что спереди у него стойки Макферсон, а сзади простенькая балка. Что касается размеров, то они полностью совпадают с позиционированием. Эта тачка немного крупнее, чем Гранта, но немного компактнее, чем Веста. И, естественно, она уступает по своим размерам, например, Solaris HS, который раньше продавался на российском рынке под названием Hyundai Solaris. Под капотом у Искры могут быть только хорошо знакомые вазовские моторы. На базовую версию ставится 8-клапанный 1.6 на 90 лошадиных сил. Это хорошо известный российским сервисменам 182 мотор, и сочетается он с механической пятиступенчатой коробкой передач собственной разработки АвтоВАЗа. Да, это та самая механика, которая шумит, гудит и издает прочие странные звуки. Ну а на топовую версию ставится 16-клапанный мотор 1.6 на 106 лошадиных сил. Да, это хорошо знакомый, опять же, российским сервисменам Шеснарь. И вот он уже сочетается с китайскими трансмиссиями. Либо с 6-ступенчатой механикой, либо с вариатором. Ну и перед тем, как мы заглянем в грузовой отсек, я хочу обратить ваше внимание на то, что у Искры в самой дорогой комплектации, которая стоит почти 1 700 000 рублей, есть камера заднего вида. Это удобно. И есть задний парктроник, но переднего почему-то нет. Ну а цену я назвал для того, чтобы вы сметчили, так сказать, свои ожидания от того, что вы за эти деньги можете получить. Итак, багажник. Он большой. По паспорту здесь, между прочим, аж 500 литров. И главный прикол заключается в том, что универсал Лады Искра будет на 20 литров меньше. Вот такая вот интересная метаморфоза. Сам по себе отсек, ну прям действительно емкий. И я хочу обратить ваше внимание на то, что отделан он мягким войлоком, а не каким-нибудь дешевым пластиком, который будет царапаться и быстро терять товарный вид. Практичность багажника, ну такая, на троечку. Есть вот ниша за колесной аркой, за другой колесной аркой она отделена сеточкой, которую можно снять, если она почему-то вам мешает. Но никаких петель такелажных я здесь, к сожалению, не наблюдаю. Зато здесь есть лампочка освещения, она располагается у нас вот здесь на потолке. Есть довольно емкое подполье, здесь огромная пенопластовая корыта, куда уложена буксировочная проушина и домкрат, а также здесь лежит, между прочим, полноразмерное запасное колесо. Но вот оно окружено, к сожалению, голым металлом. Порог, ну, в случае с седанами от него никуда не деться, погрузочная высота при этом все равно достаточно комфортная, но вещи так или иначе придется перекидывать. А если вы хотите перевести в Искре что-то большое, то можно еще и сложить сиденье второго ряда. Спинка там разделена в пропорции 60 на 40, но сделать это можно, увы, только из салона. Давайте посмотрим, что там получится, когда мы их кинем. Дергаем ремешок. И, к сожалению, ровной грузовой площадки здесь не получается. Ступенька довольно заметная, вещи через нее тоже придется перекидывать. И в случае вот с трехобъемными кузовами это всегда большой геморрой. Но, тем не менее, проем в салон получается достаточно объемным, а значит, перевести здесь
Ну, не только лыжи можно. И еще я хотел обратить ваше внимание, что вот здесь, вот прям вот в свободном доступе, есть барашки, которые быстро откручиваются и вынимаются задние фонари, в них можно поменять лампочки. И да, здесь лампы накаливания, никаких светодиодов. Давайте не забывать о том, что Lada Искра — это все-таки автомобиль бюджетного сегмента, поэтому сзади здесь не сказать, чтобы офигеть как просторно. Я сижу сам за собой, мой рост 183 сантиметра, и колени уже почти упираются в спинку переднего сиденья. К счастью, она хотя бы мягкая, само сиденье достаточно подвижное, поэтому никаких проблем у задних пассажиров быть не должно. Макушка зато в потолок не упирается, ну а вот если сидеть здесь втроем, то вот я думаю, что уже будете как селедки в банке, поэтому комфортнее всего здесь будет двоим пассажирам. Из удобств у нас тут имеется подогрев заднего дивана, между прочим, двухступенчатый, у каждой половинки. Также есть два USB-порта для зарядки гаджетов. Оба они, увы, традиционного формата Type-A, но что поделать. Есть еще вот крючочек для одежды небольшой, симпатичный, но центрального подлокотника в этом автомобиле не предусмотрели. Точно так же, как и газетного кармана на спинке водительского кресла. И традиционный пункт моего чек-листа — это петли Isofix. Они здесь у нас упакованы, к сожалению, в обивку. Они там вообще есть. Все. Я нашел петли Isofix. Они здесь спрятаны вот в такие вот небольшие выемки. Ну, такое решение, скажем так, на троечку. И в автомобилях, где есть пластиковые заглушки, закрывающие эти самые фиксирующие приспособления, ставить кресло намного удобнее, чем вот здесь. Но это лучше, чем искать петли вот там вот где-то совсем в глубине. Такие дела. Вот вы знаете, Искра — это первый за очень долгое время автомобиль, на съемке которого я жалею о том, что камера не может передать ароматы. Потому что, несмотря на то, что это современный, новый автомобиль, пахнет он внутри точно так же, как и любая другая Лада. Я не знаю, как описать этот запах, но если вы когда-нибудь сидели в новых «Жигулях», новой «Весте», новой «Гранте», новой «Ниве», вот все они пахнут одинаково. И в Искре преемственность сохранена. Зато некоторые качественные улучшения здесь все-таки случились. Вот, например, смотрите. Лоток в нижней части передней панели. Он, наконец-то, достаточно большой, чтобы сюда помещался современный гаджет, а то, может быть, даже и не один. Я напомню, что в Весте там вот такая вот емкость, куда даже кнопочный телефон пристроить довольно тяжело. Тем не менее, некоторые вопросы по практичности к Искре у меня все равно имеются. Вот я, например, до сих пор не понимаю, почему на АвтоВАЗе не научились пробуривать нормальные подстаканники. Почему они здесь все равно такие неглубокие и, по сути, никакая емкость здесь не зафиксируется. Плюс ко всему, меня смущает тот факт, что все это накрывается водительским подлокотником. И как сюда поставить, например, высокую бутылку или высокий стакан с кофе, я ума не приложу. Точно так же, как я не понимаю, почему нельзя было вот здесь сделать подстаканник. Я отдаю себе отчет о том, что при проектировании интерьеров всегда есть некоторые технические ограничения. Но здесь явно куча свободного пространства. И почему нельзя было сделать подстаканник здесь, я не знаю. Если вы в курсе, напишите в комментариях. Зато эргономика здесь, просто на 5 с плюсом, особенно для тех, кто любит, скажем так, классический кнопочный интерьер. Вот смотрите. Обыкновенный блок управления кондиционером. Да, климат-контроля у Искры нет даже в самой дорогой комплектации. Здесь все понятно, разбираться ни с чем не приходится. Открутил все один раз, едешь, пользуешься. Над ним у нас блок доступа к другим климатическим функциям, а также, вот, например, здесь же у нас находится клавиша отключения трекшн-контроля и центрального замка. Блин, все это довольно удобно на самом деле, хотя, может быть, комбинация не идеальная, но понятно, как этим пользоваться сразу. И не надо лезть в мультимедийную систему лишний раз. Да и сама, кстати говоря, мультимедийка здесь очень неплохая. Единственная претензия — это к тому, что экран всего 8 дюймов, а подиум под него, он просто гигантский. Поговаривают, что все это сделано на перспективу, и когда-то здесь может появиться дисплей большего размера. Сейчас же здесь стоит мультимедийная система Яндекс.Авто со всеми встроенными важными для водителей индексоидными сервисами. Здесь есть навигатор, музыка, аудиокниги.
Все это работает от модема, который уже стоит в машине, и он, кстати говоря, предоплачен на несколько лет, так что вам не надо заморачиваться по поводу того, как же раздать интернет этому комплексу. И вообще у меня к нему нет ровным счетом никаких претензий, работает отлично. И крутилка регулировки громкости здесь очень и очень удобная. Приборная панель, конечно, попроще, чем у топовой Весты. Здесь обычные стрелочные приборы, монохромный экранчик бортового компьютера, но опять же, пользоваться этим, удобно. Руль точно такой же, как у Весты, с огромной клавиатурой. Подогрев руля здесь включается. Круиз-контроль и ограничитель скорости также активируются кнопками на руле. Опять же, пользоваться удобно, понятно как, никаких вопросов не вызывает. Сама баранка у нас настраивается и по углу наклона, и по вылету. И вот это уже большой шаг относительно Гранты. И сами сиденья здесь куда лучше, чем у самой бюджетной модели АвтоВАЗа. Подушка коротковата, профиль спинки не идеальный, но в целом в этом кресле я уверен, что можно провести много километров и не страдать от того, что у вас ломит поясницу, там болтаются плечи, все болит и хочется полежать. Нет, нормальные такие современные сиденья. Недорогие, но хорошие. И точно лучше, чем были в бюджетных автомобилях Renault, где из них хотелось выйти через 5 минут после поездки. Материалы отделки. Конечно, здесь все недорогое. Везде дубовый пластик. Больше всего меня смущает, что он даже вот здесь вот, в зоне контакта левого локтя, и точно будет натирать, будет больно, неприятно, что-то с этим надо делать. Я думаю, что какие-то в скорости появятся тюнинг-решения, и сюда можно будет какую-нибудь накладку присобачить. Обзорность. Здесь у меня есть ряд вопросов. Есть плюсы, конечно, потому что зеркала здесь огромные, такие же, как у Весты, но есть и минусы. Вот этот вот глухой подиум, очень массивная передняя стойка, и вот за вот этой всей конструкцией реально может спрятаться КамАЗ в мертвой зоне, поэтому будьте, пожалуйста, внимательней. И еще меня немного смущают вот эти стильные дефлекторы. Они выглядят классно, пользоваться ими удобно, закрываются они вот таким вот поворотом. И это все супер, но когда ты пытаешься их отрегулировать, создается ощущение, что они просто вот там вот в этом отверстии посажены, и там нет никакого шарнира. И пластик очень неприкольно трется о пластик. В общем, решение красивое, но довольно сомнительное. Пару слов про всякие зарядки. Здесь, кстати, в передней части салона прям навалом. Есть два USB-порта традиционного формата Type-A и есть розетка на 12 вольт. Короче говоря, гаджет у вас с дороги вот внезапно, если сядет, то точно будет откуда его запитать. Ну и на этих словах пора мне уже и пристегнуться, дернуть классический прямоходящий селектор трансмиссии и поехать выяснять, как же Искра чувствует себя на ходу. А я просто напомню, что эта модель по сути построена на платформе последнего Логана. Но, конечно, в силу множества обстоятельств, огромное количество компонентов здесь пришлось импортозаместить. Плюс ко всему, силовые агрегаты у Искры могут быть только исконно автовазовскими. А именно, 8-клоп на 90 лошадиных сил, а также 106-сильный шестнарь. У нас именно такой двигатель, и сочетается он в нашем случае с китайским вариатором. И да, это самая крутая силовая установка, которая прямо сейчас доступна для этой модели. И, пожалуй, именно силовой агрегат самый разочаровывающий элемент в этой конструкции, потому что назвать его хоть сколько-нибудь бодрым, ну, язык совсем не поворачивается. По паспорту с места до 100 км в час такая Искра разгоняется чуть медленнее 14 секунд, а если говорить точнее, за 13,8. И, если честно, это прям чувствуется. На этом автомобиле прям даже бывает тяжело встроиться в плотный поток, когда ты выезжаешь, например, с какой-нибудь второстепенной дороги на МКАД. Приходится прям внимательно все изучать и точно выбирать момент для того, чтобы выехать на широкую магистраль. Не говоря уже об обгонах на двухполосных дорогах, там прям вообще вот прям до миллиметра надо все рассчитывать, чтобы маневр прошел безопасно. Если честно, вот по моим внутренним ощущениям, я пока никаких замеров точных не производил, но эта машина медленнее, чем Niva Sport. А там, в общем, динамику тоже не назвать выдающейся. У нас взлетной полосы аэродрома Быкова, по сути, не хватило для того, чтобы разогнать Ниву до максимальной скорости. Давайте попробуем сделать это с Искрой. Итак, у нас
0 км в час. Передо мной примерно 200 км. И давайте посмотрим, какая там будет максималка на финише. Газ в пол. Вот только-только мы преодолели 40 км в час. До сотни еще далековато. 100. И вот после 100 км в час машина разгоняется очень и очень неохотно. Двигатель уже молотит в звон, а все еще 130. То есть мы только-только приближаемся к магистральному темпу. 140. Еле-еле стрелка проходит эту отметку, и мне уже пора тормозить. Ну, то есть по динамике эта модель сопоставима с супер архаичной Нивой. Вот такие вот у меня новости. Ну и характер у этого шестнаря типичный шестнаревский, то есть снизу у тяги как будто бы не очень много, а вот после 2500 дальше он начинает просыпаться. Вариатор при этом работает вот прям максимально по-вариаторному. Если вы уже отвыкли от того, что стрелка тахометра на машине с бесступенчатой трансмиссией может повиснуть на одних оборотах и висеть там бесконечно долго, пока вы не произведете какие-то манипуляции с акселератором, то это вот тот самый случай. Да, когда вы крутите этот мотор звон, трансмиссия пытается имитировать смену виртуальных ступеней. Но получается это так, довольно натужно. Вот если вы ездили на автомобилях компании Nissan, ну, скажем, 10-летней давности, вот там вариаторы работали примерно так же. То есть у них такой довольно флегматичный характер, и они совсем не про быструю езду. Вот с Искрой ситуация ровно точно такая же. Но зато расход топлива здесь укладывается в более-менее приемлемые рамки. Мы, как только забрали этот автомобиль, сразу скинули показания бортового компьютера, и вот сейчас, по истечении нескольких сотен километров, передо мной расход в 10,1 литра на 100 километров. Показатель на самом деле вполне приемлемый, особенно если учитывать то, что в основном на этом автомобиле мы ездили в городских условиях. То есть толкались в пробках, стояли на светофорах, часто разгонялись, много тормозили. В общем, вполне себе приличный показатель. Плюс ко всему, этот мотор официально допустимо заправлять 92-м бензином. Это для бюджетника новость отличная. Но самый главный облом в случае с Искрой заключается в том, что Гранта с топовым 106-сильным мотором и 5-ступенчатой механикой, да, не с вот этим вот ленивым вариатором, разгоняется с места до 100 км в час за 10,5 секунд. Так вот, Искра с аналогичной силовой установкой будет делать то же самое медленнее на 2 с лишним секунды. Вот такая вот метаморфоза. Машина может быть не одним классом выше, но все-таки более статусная. И оказалась медленнее самого главного бюджетника страны. Что касается управляемости, то здесь появляется сразу несколько нюансов. Ну, во-первых, руль здесь абсолютно безжизненный в околонулевой зоне, и машина принимает маневры с таким заметным запозданием. Но на самом деле рулится она довольно неплохо и на траектории стоит весьма уверенно. Ну а если вы прям сильно переборщите или, например, вам придется выполнить какую-нибудь экстренную переставку, то в этом случае подстрахует система стабилизации. Она здесь настроена, вот на мой личный вкус, на удивление неплохо, нормально и в нужный момент прикусывает нужные колеса, чтобы машина оставалась на траектории. Короче, с этим все, в общем, вполне неплохо. Но вот драйвер-каром Искру, конечно, не назвать. Но, опять же, вот все из-за этого вот пустого нуля. Ну и еще драйверский пыл в Искре немного сбивают заметные крены. Как только вы покруче заложите в поворот, сразу чувствуете, как спина упирается в валики боковой поддержки, чтобы вы из этого сидения не вывалились. Я бы не сказал, что кузов этого автомобиля кренится как-то криминально или чрезмерно, но крены так или иначе все равно заметны. И на драйверскарах обычно не так. А вот плавность хода, особенно в контексте того, что это бюджетная модель, построенная на платформе, которая ведет свою родословную от тележки B0, в общем, довольно неплохая. Да, этот автомобиль весьма четко транслирует в салон всякую мелочевку. Небольшие кочки, стыки, термические швы, заплатки и так далее. Со скоростью разглаживает полотно он немного лучше. Но зато здесь чувствуется прям запас энергоемкости. Даже по самым плохим дорогам и разбитым можно валить, по сути, не снижая хода. Но
некоторые нюансы иногда все-таки могут возникать. Здесь вот есть небольшая кочка, сейчас мы к ней подъедем. Вот, слышали, да? Я надеюсь, микрофон записал этот звук. Отработала подвеска неплохо, все, но довольно гулко. И вот это вот чуть-чуть, совсем чуть-чуть, самую малость, но смазывает впечатление от плавности хода этого автомобиля. Ну а шумоизоляцию в Искре вообще-то даже можно было бы назвать хорошей, потому что внешние шумы внутрь проникают не очень активно, даже на высоких скоростях, ну если вы до них, конечно, разгонитесь. Никакого шума ветра в области передних стоек или боковых зеркал особо не слышно. И если бы не очень удачно заизолированный моторный отсек, то вот прям вот точно 5 баллов, особенно в контексте этого класса. Потому что если вы начнете крутить этот мотор, а все-таки крутить вы его будете регулярно, особенно за городом, то акустический фон в салоне становится уже не таким приятным, и голос приходится реально повышать. Ну вы поняли. Если честно, Lada Искра вот прямо сейчас оставляет довольно противоречивые впечатления. С одной стороны, она воспринимается уже куда более современным продуктом, чем Lada Granta. Здесь, ну, действительно современный интерьер, нормальная мультимедийная система, нормальный блок управления кондиционером, куда более удобные сиденья, чем в Гранте. Ну, много опций. Короче говоря, именно как более современный продукт, Искра воспринимается. Но вся проблема заключается в том, что как автомобиль Искра не кажется новым уровнем на фоне Гранты. Да, она, в общем, неплохо едет и неплохо справляется с российскими дорогами, нормально, более-менее поворачивает и даже как-то там худо-бедно ускоряется. Но вот прям каких-то радикальных отличий я лично не заметил. При том, что Гранта — это автомобиль, построенный на довольно архаичной платформе. У него, в конце концов, спереди даже нет подрамника. И да, то, что подрамник у Искры есть, немножко сказалось на том, что курсовая устойчивость у этого автомобиля получше. Но опять же, повторюсь, никаких прям жестких и радикальных отличий на ходу от Гранты лично я пока не заметил. Впрочем, я совсем не исключаю, что у вазовцев уже заготовлен обширный план по доработкам этой модели. И, возможно, здесь появится более мощный двигатель 1.8. А возможно, в какой-то дальней перспективе под капотом Искры окажется и турбированный двигатель, разработку которого вазовцы уже даже и не скрывают. Например, они об этом мне лично признались на презентации Азимута на Петербургском форуме. Плюс ко всему, скорее всего, будут доработки и по салону. Ну не просто же так вкрячили сюда этот огромный подиум под медийку и поставили такой маленький экран. И да, скорее всего, мультимедийная система здесь когда-нибудь будет еще более продвинута, еще более современная и еще более крупная. Поэтому нам остается лишь подождать и посмотреть, как же будет меняться Искра. Но даже сегодня лично у меня нет ровным счетом никаких сомнений в том, что вот прямо сейчас я еду на будущем бестселлере российского рынка. И да, его совсем не назвать дешевым. Самая навороченная Искра стоит почти 1 700 000 рублей. С другой стороны, а какой другой новый автомобиль вы можете купить в России сейчас за эту сумму? Ну, наверное, какой-нибудь Чанган Allswing или, например, Livan X3 Pro. И вместе с ними у вас сразу возникнет вопрос о ремонтопригодности, о том, как эти автомобили обслуживать, о том, где искать на них запчасти, особенно в свете того, что эти машины, ну как это сейчас, это распространенная практика, они просто могут исчезнуть с российского рынка, и что делать в этой ситуации, вообще непонятно. Ну а в случае с Искрой, по-моему, довольно очевидно. Она с нами всерьез и надолго. Искра прямо сейчас существует в 4 комплектациях: Comfort, Life, Enjoy и Techno. В базе будут 2 подушки безопасности, сигнализация, диодные ДХО, АБС, система стабилизации, противотуманки, регулировка руля только по высоте, центральный замок, датчики дождя и света, телематика Lada Connect и 15-дюймовые штамповки.
В версии Live добавляются два подголовника задних сидений, подогрев передних кресел и зеркал, а также кондиционер. Комплектация Enjoy побалует подлокотником водителя, зеркалами в козырьках, плафоном для задних пассажиров, регулировкой руля по вылету, полным электропакетом, круиз-контролем и ограничителем скорости, а также 8-дюймовой медийкой с сервисами Яндекса. Ну а топовый Enjoy отличается от предыдущих версий подогреваемым рулем, обогревом задних сидений и лобового стекла, парктрониками сзади и камерой заднего вида, двумя USB-портами для пассажиров второго ряда и 16-дюймовым литьем. Самая простая Искра обойдется в 1 249 000 рублей. Это будет машина с мотором на 90 сил и механикой. Для таких автомобилей доступны еще две комплектации, но с максимальным оснащением маломощный седан не взять. Версии с мотором на 106 сил и МКП представлены в комплектациях Enjoy и Tecna, а стоят 1 499 000 и 1 579 000 рублей соответственно. Ну а вариаторные Искры — это все комплектации, кроме базовой. Цены на них составляют от 1 469 000 до 1 669 000 рублей. У нас на тесте был самый богатый по оснащению и силовому агрегату вариант, но фары у него все равно были галогеновыми. Такие дела. Ну и теперь о Ладе Искре вы знаете все, что нужно знать об этом автомобиле прямо сейчас. Не забывайте о том, что с вас лайки, подписки и комментарии, а с нас годный контент. Смотрите нас на любой удобной вам площадке, берегите себя. Скоро увидимся.